Всем привет, дорогие друзья! В современном обществе тема добровольного ухода из жизни или эвтаназии считается закрытой или как минимум неудобной для обсуждения. Но у многих первобытных народов, слабо подвергшихся влиянию современной цивилизации, например, у индейцев Амазонии или народности Крайнего Севера, добровольный уход из жизни являлся просто одной из сторон повседневности. И кто бы мог подумать, что подобные обычаи имели место практически в центре Средиземного моря, а именно среди жителей острова Сардиния. И как знать, возможно, существуют до настоящего времени. Итак, давайте разбираться. В разное время Сардиния входила в состав различных государственных образований. Только в 1861 году она вошла в состав Объединенной Италии. Однако в силу своего островного положения и некоторой отдаленности от материка, жизнь островитян шла своим путем, отдельным от метрополии. Высокогорный рельеф острова представляет собой преграду для любого внешнего влияния или завоевания. Поэтому общество Сардинии остается сориентированным на внутренние ценности, которые веками формировались в этой труднодоступной местности. Например, на острове долгое время сохранялся обычай вендетты и обязанность строжайше охранять честь рода. Традиции, о которых мы будем говорить, имеют долгую историю и продолжаются с глубокой древности. Сам термин «саккабадора» происходит от испанского глагола «акабар» – «убивать» или «приканчивать». Речь идет о своеобразном институте особых женщин, существовавших едва ли не в каждой деревне, в различных областях Сардинии, но преимущественно локализованных в Барбадже. И практиковали они вплоть до конца XIX, а по слухам и в XX веке. К их услугам прибегали в тех случаях, когда дело касалось неизлечимо или мучительно больных пациентов, страдания которых надо было прекратить по их собственному желанию или по желанию родных. Поэтому термин «аккабадора» в контексте сардинской культуры обозначает даже не столько убийца, сколько приканчивательница. Одна женщина Аккабадора или несколько, в зависимости от ситуации, душили своих клиентов, приносимой с собой специальной подушкой или голыми руками. Все эти действия производились ритуально или в непосредственной близости от очага, возле которого, в соответствии с древнейшими культурными канонами, в Сардинии традиционно помещали как рожениц, так и умирающих. После перехода страдальца в мир иной, аккабадоры его первыми оплакивали. Услуги аккабадор были платными. Кроме платы, семья умерщвленного человека вручала им многочисленные дары и подношения. Дарами могли быть различные предметы – ларцы, зеркальца, гребни, покрывала и украшения – кольца, нашейные цепи, амулеты. Родственники погибших окружали этих женщин, ровно как и их семьи, почетом и почитанием, которыми они пользовались и в окрестных деревнях, где институт Саакабадора ассоциировался отнюдь не с мрачным, а с положительным, светлым началом. Связано это было не только с тем, что аккабадоры выступали избавительницами, прекращавшими живые муки страждущих. Умерщвленных таким образом в Сардинии часто называли освобожденными – либеро, что само по себе уже красноречиво свидетельствует о позитивном отношении к действиям аккабадор, но и с тем, что они повышали, образно говоря, статус смерти своего клиента. Любопытно, что повитуха по-сардински именовалась «маастро парту» – родовая мастерица, хозяйка родов, а аккабадору именовали «маастро мольте» – мастерицей смерти. Сарды вспоминали аккабадор как женщин преимущественно среднего возраста, крепких, сильных и выносливых, всегда одетых в черное. Они пользовались исключительным почтением. Мрачных ассоциаций у населения они не вызывали, как, например, палачи в средневековой Европе. Семьями аккабадор в деревнях роднились, их дочерей брали в жены, сыновья свободно женились на односельчанках и девушках из других деревень без всякого предубеждения. В ряде случаев профессия передавалась по наследству. В обычаях сардинцев смерть не являлась понятием универсальным. Она могла быть естественной, но светлой и спокойной. Если человек умирал без мучений, идеально, если во сне. И позорной, если человек умирал в долгой и мучительной агонии, лишаясь доблести и бросая тень на весь род. Смерть была геройской в том случае, если мужчина пастух, а в Сардинии именно пастушество являлось воплощением мужества, погибал либо в столкновении с природой, например, его поражал гром или он срывался со скалы, либо в противоборстве с государством, когда он в одиночку противостоял чужим – солдатам, жандармам, карабинерам или полиции.
Не случайно в контексте Сардинии дурной называлась смерть без надежды на отмщение. Сардинская поговорка гласит: «Кто имеет влиятельную родню, не умрет дурной смертью». В этой связи необходимо пояснить, что вплоть до 60-х годов XX века в Сардинии действовали традиционные нормы обычного права. Они основывались на институте кровной мести и противопоставлялись официальным государственным законам. Эти нормы были сведены воедино в так называемом устном кодексе Вендетты, впервые зафиксированном в XVI веке. Посредничество Акабадора позволяло народной традиции более высоко квалифицировать смерть односельчанина. Эти женщины обеспечивали качественный переход его смерти из разряда невольно и незаслуженно постыдной, дословно «сдох как собака», в более высокостатусную категорию, дословно «смерть достойного мужа», и кроме того отменяли кровную месть в отношении рода умершего. Но как соотносились эти обычаи с врачами, церковью, силами правопорядка? Проще всего ответить на вопрос о взаимоотношениях акабадор и докторов. В XIX веке, а тем более в предшествующие времена, в сельской Сардинии отсутствие докторов было скорее правилом, и мнение медиков по данному вопросу, если таковое существовало, можно было смело проигнорировать. Значительно шире были представлены пользовавшиеся неизменно большей популярностью знахарки из числа местных жителей. Они являлись для местных таким же органичным явлением, как и акабадоры, и в силу этого сосуществовали в полной гармонии. Позднее врачи, несомненно, не могли не знать окончательной причины смерти, но все гипотетические попытки их собственных расследований в этом отношении неизбежно должны были наталкиваться на каменную стену молчания со стороны местного населения. Гораздо более сложной является проблема взаимоотношений акабадора и церкви. Прежде всего следует помнить, что в Сардинии, особенно в Барбаджо, посещение церкви, связанная с этим религиозная христианская практика, традиционно являлись делом сугубо женским, и мужчины появлялись в церковных стенах значительно реже. В таких условиях посещение церкви являлось скорее местом общения с соседями и местом передачи новостей. Итак, священники знали о существовании института Саакабадора и о конкретных эпизодах их деятельности, но не стремились поймать их за руку. Последнее могло привести к самым неприятным для святых отцов последствиям. Уличив Акабадора в их деятельности, священнику следовало дать ход делу, а это автоматически влекло за собой, с одной стороны, признание перед церковным начальством неблагополучия на вверенном святому отцу участке, а с другой – конфронтацию с паствой, затяжную войну с ней и, как частое следствие, невозможность оставаться на приходе. Так, например, в церковных книгах фиксировалось, что пастух, получивший рану в живот, умирал от удушения, но никакого дальнейшего расследования не производилось. Во время исповеди акабадоры просто обходили молчанием ситуации, которые могли бы смутить священника. Значительно большая угроза исходила для акабадора от правоохранительных органов. Если и врачи, и служители церкви вынужденно проявляли в отношении этого института толерантность, а посему не представляли собой фактически опасности для его существования, то государство в лице полиции и армии постоянно предпринимали активные шаги для поимки сельских ведьм. В 18-19 веках власти постепенно производили аресты женщин, обвиняемых в насильственном умерщвлении раненых и больных путем удушения, и лиц, подозреваемых в причастности к такого рода преступлению. Привлекались люди в качестве свидетелей по этим делам. Однако ни один обвиняемый не был осужден по делу о кабадорах, и вина ни одной из женщин, привлеченных к ответственности за причастность к сельским ведьмам, не была доказана. Неужели органы охраны правопорядка работали столь небрежно или непрофессионально, что оказались не в состоянии разоблачить тех, кого именовали сельскими ведьмами, или же стена корпоративного народного молчания была настолько крепкой, что надежно ограждала акабадор от посягательств ненавистных чужих? Нет, акабадоры исполняли дело настолько интимное, что допущение в него представителей другой культуры выглядело почти святотатством. В заключение хотим добавить, что даже в настоящее время сарды категорически отказываются развивать эти темы и крайне неохотно общаются об акабадорах. Дорогие друзья, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.